Добрый день, друзья! Сегодня еще один рассказ о 5 орхидеях, которые мы с вами купили в ноябре уценками. Для них создан плейлист, в котором я рассказывала вам от покупки и сейчас уже до цветения. И наша история начинает подходить к завершению. 5 орхидей. Кому интересно, оставлю ссылку на плейлист, посмотреть, с чего мы начали восстанавливать эти 5 орхидей. 2 орхидеи были в отличном состоянии, по крайней мере, корневая система. 2 орхидеи были в очень влагоемком грунте посажены, а одна из них была вообще без корней. Вот это первая орхидея, она у нас идет под номером 1. Это орхидея, у которой был полный горшок гнилых корней. Вот с этой орхидеей мы больше всего занимались, больше всего я ее показывала. Этот единственный лист остался от старой орхидеи. Вот эти листья новые она вырастила за эти полгода. Да, с ней сложно, но корни она растит. Есть корни, продолжают расти в горшке. Вот здесь они видны, зеленые корни. Она очень хотела вырастить цветонос. Вот здесь он проклюнулся. Но я сказала, если он начнет расти, я его удалю. Мне не пришлось его удалять, она не стала его дальше продолжать растить. С этой орхидеей мы еще встретимся. Все орхидеи у нас пронумерованы. Это орхидея под номером 2. Растет маленький цветонос. Будет, наверное, 2 или 3 цветочка. Мы с вами обязательно увидим ее цветение. С 3-й орхидеей чуть позже. Еще орхидея номер 5. Но она сразу зацвела после покупки, потому что у нее был цветонос сантиметров, наверное, 7-10. Она его продолжила, зацвела. И вы видели, эта орхидея была в краб. Дождемся, пока она выпустит еще один цветонос. И еще раз полюбуемся ее цветением. А вот эта орхидея была практически в идеальном состоянии. У нее было огромное количество корней. Я не знаю, почему ее уценили. Наверное, потому что не было цветов. И эта орхидея будет точно стандарт. По ней видно, по размеру листьев, по цветоносу, который она выпускает. Сделана отметочка на стикере, что эта орхидея вроде бы как должна быть желтого цвета. Я думаю, что это мы тоже скоро с вами увидим. Все орхидеи продолжают наращивать корни. Те, которые выпустили цветоносы, листья не растят пока. Но я думаю, после того, как они отцветут, у них продолжится рост листьев и также корней. Вот эта орхидея номер 3. На стикере стоит крестик. Если вы помните, мы ее обрабатывали фундазолом, потому что какие-то корни показались красные. Но теперь, когда она расцвела, стало понятно, что были корешки с каким-то розовым или красным оттенком. Видимо, все-таки это цвет по сорту самой орхидеи. Я, к сожалению, не знаю ее название, но сегодня я хочу подарить эту орхидею одному из моих подписчиков. Я не устраиваю никаких аукционов. Я, к сожалению, не могу переслать эту орхидею куда-то в другой регион. У меня очень большая просьба. Если кому-то нравится эта орхидея, и вы живете в Ростове и в Ростовской области, и если вам не сложно приехать ко мне забрать эту орхидею, я нахожусь в западном микрорайоне города Ростова-на-Дону. Жду ваших комментариев.
Тот, кто в комментариях напишет первый о своем желании забрать эту орхидею, тот ее и получит из моих рук. За остальными орхидеями мы продолжим наблюдать, и когда они будут зацветать, кто-нибудь еще получит в подарок от меня следующую орхидею. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Семочка, сегодня образовательный материал не для тебя. Ты проспал все. Так жарко, что присутствовать на лекции не обязательно.